подари. Не забудь, подари что-нибудь, подари. Нифига себе, могли меня заранее предупредить. Яблочко, почему яблочко, я не знаю. Мама покупала, как правило, 2 тощих елки, соединяла, и более-менее получалось нормально. Когда 30 лет исполнялось, очень весело мы отметили в ресторане, прям очень весело. Я ни одного подарка дома не принесла. Мне кажется, сейчас будет впервые рубрика в подкасте «Просто подари». Мы такого еще никогда не делали. Всем привет! Это подкаст «Просто подари». И ведущий Сергей Журавлев и Антон Сазанов. Сегодня у нас канун католического Рождества, сочельник так называемый. И вот сегодняшний наш подкаст мы проведем, так знаете, немножко даже по-семейному. По-семейному? Ты наконец-то кого-то протащил из родственников в наш подкаст? Нет, дело не в этом. Дело в том, что у нас в студии гости, от которой вот всегда необыкновенно веет таким настоящим теплом. Сегодня у нас советская и российская эстрадная певица, киноактриса, заслуженная артистка Российской Федерации Татьяна Буланова. Татьяна, здравствуйте. 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 Ну и давайте узнаем, как вы отмечаете праздники, что вы дарите, что вы получаете. У нас сейчас такой вопрос блиц будет. Мы задаем, вы отвечаете как хотите. Вообще, в принципе, вы отмечаете какие-то праздники? Новый год обязательно, дни рождения. Это вот 2 главных праздника. Еще, наверное, 9 мая. И, пожалуй, наверное, вот из таких обязательных праздников все. Вот 3 праздника, которые... еще нет, вру. Еще день снятия блокады, 27 января. То есть 4 таких основных 4, даты. Да. Ну вот если говорить конкретно про Новый год, понятное дело, вы как артист наверняка чаще встречаете на сцене или уже не всегда. Не всегда. Конечно, идеально было бы это встретить Новый год там непосредственно 12 ночи дома с родными и бегом бежать уже на работу. Но вот, допустим, в этом году, по-моему, так не будет. Я не знаю, конечно. Может быть, еще есть пару дней. Ну да. Может быть, что-то изменится. Вот, но это тоже неплохо, в принципе, потому что у меня было несколько таких новых годов встреч, когда я сидела за столом со своими близкими, это тоже неплохо, тоже хорошо. Ну, я уверен, что да, в семейном кругу встречать Новый год всегда очень приятно. Кстати, вы любите больше получать подарки или дарить подарки? Наверное, я бы хотела сказать одинаково, но все-таки, наверное, дарить мне больше нравится, потому что получать тоже, конечно, приятно, но я настолько привыкла сама себе делать подарки, и вот то, что я хочу там покупать, если есть возможность. А дарить так здорово, когда ты знаешь, там кому-то что-то нужно, и ты угадал, и вот ты приносишь и видишь просто вот это вот в глазах радость такую просто. Это дорогого стоит, конечно. Я, кстати, понял, что это очень классная система. То есть я люблю больше дарить подарки. Просто себе. Ну, это же удобно. Нет, я имею в виду дарить как раз вот кому-то. Себе я тоже делаю. Вот, но когда ты видишь просто человек, ты приносишь ему что-то, и понимаешь, что он об этом мечтал. Там, то есть у меня ребенок младший, он мечтал о телефоне, я, помню, ему подарила. Это просто, до сих пор, мне кажется, у него еще такое какое-то радостное выражение лица еще, хотя прошло много времени. Ну, то есть, по большому счету, какого-то вот отдельного повода для дарения и не нужно ждать какого-то конкретного праздника. Да, в принципе, наверное, нет, да. Хотя, конечно, если какой-то, я понимаю, что там, ну, что касается детей, конечно, в основном, там дети хотят какой-то такой дорогой какой-то подарок, я понимаю, что его нужно дарить по какому-то поводу, потому что просто так вот ребенку дать понять, что я могу просто как волшебник вот завтра раз и купить, это немножко расхолаживает и балует, поэтому, или балует, как правильно сказать, балует. Неважно, главное, чтобы это, да. Главное, чтобы вырос хорошим. Да, баловать, но это когда сейчас в рекламе, извините, я в сторону отойду, говорят творог, я все говорю творог. Ну да. Хотя говорят, может, так и так, но я что-то привыкла, что как бы понимаешь, что творог, правильно? Там много нюансов. Особенно йогурт. Йогурт — это вообще нечто. Йогурт? Да, можно говорить. Разрешаем. А йогурт. Это уже красиво. Это уже как будто название какой-то кавер-группы. Да. Встречайте. А какой самый необычный подарок вы получали? Это кот. Да, который до сих пор живет с нами. Ему, кстати, 7 декабря исполнилось 18 лет. Ух ты! Это очень породистый кот. Подарила мне его моя очень хорошая знакомая, могу сказать, подруга, на концерте. Это был 2005 год в Октябрьском. Большой концерт в зале Октябрьский был концерт. Она выносит его на сцену, причем выносит корзинку, у нее там есть магазин свой одежды. И я подумала, какой-то воротничок какой-то меховой. Я даже не поняла, что такое там лежит. И потом, когда я смотрю, этот воротничок встает, перешагивает корзинку и пошел по сцене. Я говорю: Оля, ты обалдела? Она говорит: не, бери, это то, что, о чем ты мечтала. Ну, до сих пор у нас живет, мы все, конечно, очень любим, тискаем.
Вот, кстати, когда дарят домашних животных, я вообще не понимаю, как человек уверен в стопроцентной реакции понравится. Просто я расскажу почему, она где-то находилась в каком-то салоне, не помню каком, и ей попался в руки журнал с интервью моим, и там я говорила, что я очень люблю котов или кошек, там, породы британец, шотландец. Я говорю, Оля, хорошо, что вот они правду написали, потому что всякое бывает. А если бы написали крокодил там или игуана, что бы я делал? Пожалуйста, воротничок был бы уже немножечко другой. Но хорошо, что мы вспомнили про историю про кота в преддверии католического Рождества. Быть может, неким образом это тоже связано. Открыл дверь в каламбур. Я давно ждал этого момента. А какой трэш-подарок вы дарили, например? Ой, я не очень люблю такие сюрпризы, и как делать, в общем-то, и получать, наверное, поэтому сейчас так надо не вспомнить. Мы подруге подарили, кстати, в прошлом году у нее был день рождения, мы ей подарили стриптизера. Ух ты! На какое время? Нет, на просто там его стандартное выступление, там сколько, полчаса, не помню, 40 минут, сколько он выступал. Вот. Она, кстати, не очень это все дело любит, и мы вот как бы решили ее так подколоть. Но радовались все. Ну, это грамотный подарок. Ну, вообще да. Да, аромат радости сразу при этом слове почему-то какой-то возникает. На что вы обращаетесь при выборе подарка? Самое главное, стараюсь понять, нужен ли он тому, кому одаряемому, так скажем. Вот. И стараюсь все-таки приобретать подарки именно то, что в подарок, то, что человек хочет. Потому что просто подарить там, или что будет полезно, например. Потому что просто подарить какую-то финтифлюшку там, просто потому что прийти не с пустыми руками, это, в общем, наверное, неправильно. Ну, то есть вот история про виш-лист, когда люди составляют список желаемого, вы бы как раз-таки предпочли такой вариант? Ну, в общем, это рационально. Ты все равно тратишь деньги, там, неважно, большие, маленькие, все равно ты их тратишь. И когда ты их тратишь впустую, в общем, как бы бесполезно, не нужно, становится обидно, мне кажется. А так ты покупаешь, и чек приятный, и тебе тоже вроде как-то неплохо. Кстати, вы пользуетесь по поводу виш-листа? Мы же все равно так или иначе все загружены. 21 век, ритм жизни достаточно высок. Есть виш-лист. И, например, есть же у нас там друзья, к которым мы точно придем, родственники, к которым мы точно придем, а есть там люди, к которым мы не всегда можем прийти, не всегда можем уделить внимание, но при этом мы знаем, что классно бы их поздравить. Пользуетесь ли вы какими-то онлайн-способами поздравления? Может быть, кому-нибудь сертификат отправить, доставку цветов? Ну, вот как-то пару раз у меня было, я подругам тоже у меня не было, и я цветы дарила. Как-то онлайн даже нет, по-моему, я просила знакомых передавать. Тоже удобно. Вполне себе. Ну, такой, да. выехал... Хороший тоже способ. Да. К вам выехал мой друг. Да. Будет у нас через 15 минут. Все, блиц окончен. Да, следующая история, которую мы хотели бы после Блица тоже в таком быстром формате. Тут самое главное, это первое, что приходит в голову, продолжить фразу. Мы начинаем начало фразы, вы ее продолжаете. Мне никогда не дарили... Соболей. Соболей. А хотели бы? Я правильно сказала? Да. Смотря хотела про кого мы бы. говорим. Если мы Про говорим шубу. про футболиста Александра Соболева... Нет, как сказать, животных, господи, людей нет. Не Это надо. в качестве шубы. Понятно. Ага. Так, вот, пополняем виш-лист Татьяны Булановой. Да. Прямо здесь и сейчас. Так, в детстве я хотела, чтобы мне подарили... Какое-нибудь красивое колечко. Нет, вру, серьги. Серьги. А вот когда наступил тот момент, когда вам их подарили, галочка была поставлена или наоборот еще появилось дело в том, что желание? подарила сама я себе, когда у меня появилась такая возможность. Наверное, да, галочка была поставлена, потому что я где-то даже осталась запись еще на бобинном магнитофоне, когда я была маленькая совсем. Я еще там шепелявее картавили, не выговаривая половину букв. У мамы просто очень были красивые серьги. И я хотела их просто посмотреть, мне так нравились. А мне, естественно, прятали, потому что, мало ли, сломаю, что-то такое. Я говорю, серьги, где-то серьги. Брат своего говорит, Валя, ты не видел, хочу серьги. У нас даже в семье нашей такой, как присказка ходила, хочу серьги. Это значит, что очень хочу чего-то. Вот, поэтому сейчас я уже так не говорю, поэтому, наверное, галочка поставлена, да. Так, я никогда не поздравляю... тех, кого не люблю. Правильно. Так, следующий вопрос нам на самом деле очень интересно. Самый лучший подарок на свадьбу — это... Это по виш-листу или деньги, мне так кажется. Еще лучше деньги по виш-листу. Да, деньги по виш-листу. Конкретные суммы. Но, кстати, хочу сказать, я недавно была у наших, мои ребята, как девочка с мальчиком, сразу оговорюсь, танцоры поженились, и я сразу спросила, что подарить. И Алена
танцорша наша, она сказала, деньги только потому что они собирают на поездку. Ну да, здесь Поэтому- зависит же от пары. Да, тоже. мало ли кто-то хочет, допустим, занавески красивые там в свой новый дом. Да, Кто-то вот- еще тут, да. Они бы сказали только исключительно деньги. И мы дарили, мы все группы и все гости все подарили деньги. А вы, кстати, помните, коль мы про свадьбу уже говорили, какой-нибудь подарок на свадьбу, когда вот вам его вручали, и вы так на секундочку, ну, спасибо. Ну, первую свадьбу я свою как бы смутно помню, это было очень давно. Вторая свадьба была чуть поближе. И, честно говоря, я вообще не помню, что мы дарили. Помню, по-моему, приходил Андрей Аршавин со своей девушкой, которая теперь звездой стала. Они подарили, по-моему, халат, кстати, очень такой прикольный. Я его носила долго. Дома. Ну, это вот Вот. вопрос о подарках, которые Ну, оригинальные. вот, не оригинальный, но как бы, пригодился, по крайней мере. Такого, что там, знаете, какой-нибудь подсвечник, когда свечей дома нет, а там или что-то, не знаю. Когда 30 лет исполнялось, очень весело мы отметили в ресторане, прям очень весело. Я ни одного подарка дома не принесла. Я все оставила, все где-то все то ли растерялось, то ли растащили, я не знаю, куда. В общем, я помню, что я прихожу, ничего нет вообще. Кто мне что дарил, я не знаю. Представляете, где-то сейчас есть ресторан, где весь интерьер сложился благодаря как раз Да таки. ничего подобного. Я помню, естественно, в каком-то был ресторане, там была недавно, нет. Ничего из похожего там нет. Так, ну а если мы коснемся фанатов, что они, например, могут подарить? Мне было очень приятно, когда я очень люблю ландыши, и поклонники, как бы зная это, подарили очень красивую такую, прям как из сказки 12 месяцев, в такой корзиночке. Ландыши, они были воткнуты в такой поролон, пропитанный влагой, да, очень было красиво, трогательно. Потом, после того, как мне вот моя подруга подарила кота, где-то через год у меня опять случился концерт в концертном зале, и кто-то, какая-то девушка опять попыталась мне опять кота подарить, уже другого. В общем, я сказала, нет, знаете, давайте с котами завязывать. И, по-моему, куда-то его отдали, я не помню, прям тут же на концерте, в общем, или ведущий, по-моему, как-то так сказал, что нет, давайте без животных. Завязываем с котами Да, и с с котами. другими Переходим на собак. Да. Я шучу, нет, животных вообще очень опасно дарить, потому что, во-первых, может не совпасть, во-вторых, честно говоря, когда мне этого кота подарили, я думала, что я его все-таки отдам кому-то, и, честно признаюсь, стала очередь из желающих. Вот, но мы что-то так с мамой подумали, решили, что раз кот выдержал софиты, все музыку, вообще сцену, в общем, он должен остаться у нас в семье. И он до сих пор живет. Мне кажется, сейчас будет впервые рубрика в подкасте «Просто подари», мы такого еще никогда не делали. Кота же день рождения был недавно. Да. А вы ему дарите подарки на день рождения? Сегодня Что я дарить его коту? празднично потискала. О, да, то есть тиска не отличаются, когда они Конечно. обычные, когда они праздничные. Когда просто так мимо проходишь, так потискала, а когда взяла, так ты моя серая. У меня были слова, как я ему говорю. В жизнях людей так же. Так еще хочу понять, что для них вкусняшки, потому что у меня кот что-то в общем, так сказать, под преклонные свои года вдруг стал любить ходить гулять. Причем он реально как собака стоит у двери и орет мяу-мяу. В общем, мы с ним выходим гулять. И когда осенью он выходит есть траву, зимой я вот несколько выходила, он буквально 2 минуты и обратно возвращается, потому что холодно ему. И травы-то особо нет. Но при этом, когда мы траву покупаем ему в зоомагазине, он ее категорически игнорирует. Поэтому А это всегда так. Ты покупаешь им домик, а они живут в коробке, в я ему которой как приехал этот домик. как теточки покупала, в общем, сколько этих было всяких там штук, и, в общем, ободраны все только диваны и кресла. Ну, собственно, не знаю, как у вас, но у меня уже в голове песня «Новый год к нам мчится». А как иначе? Скоро Осталось-то меньше всё случится». недели. Как происходит Новый год в доме Татьяны Булановой? Я покупаю несколько салатов в проверенных местах. Вот те, которые люблю. Если успеваю, делаю что-то еще сама. Вот, обязательно живая елка, обязательно до потолка. Старые игрушки, которые я достаю с антресолей. И обязательно парочка-тройка новых игрушек. Желательно в соответствии с цветами года. Потому что там какие-то бывают, что нельзя красные, допустим, я стараюсь не вешать. Вот сейчас у нас грядет год черного водяного кролика. И, соответственно, темно-синий, фиолетовый, лиловый, черный. Черных игрушек не найти особо. А вот темно-синий, лиловый можно поискать, поэтому вот такое что-то. Ну, к слову об этом, мы сейчас тоже вот сидим здесь в одинакового цвета мишуре. Это же примерно цвет, который определили цветом года 2022. Да, как-то он называется карминный красный. Да, это я вот, да, слышала, да. по этому, пантону. Да.
Я навсегда запомнил это кармин, название. Кармин это что значит? Это как раз-таки именно вот в череде красок. Приглушенный красный такой. Да, именно вот в гриме называется он именно так. Это как бы красно-коралловый, наверное. Ну, там можно, да, цвет мокрой крабовой палочки. Что-нибудь Цвет такое. малина, окутанная росой на рассвете. Ой, как красиво. Да, в июльский дождь. Очень Да, хорошо. именно так. Смоделируем ситуацию новогоднюю. Наступает 23:59, уже практически 0:00, куранты. Кому вы звоните первым делом? Потому что всегда же линии разрываются. Своему родному брату обязательно, ну, в первую очередь, и парочке своих близких самых подруг. Кстати, по поводу брата. А в детстве не было соревнования насчет подарков новогодних? Нет, ну, во-первых, у нас большая разница. Мой брат меня старше на 12 лет, и получилось так, что когда он закончил школу, он сразу поступил в Высшее военно-морское училище подводного плавания, это в аббревиатуре ВМУП называется, имени ВМУП, да. Его же окончил наш папа, и брат пошел по стопам. Вот. И, собственно говоря, где-то, наверное, получается, с 5 лет я его уже очень редко видела. Но я очень страдала. Особенно, когда он, во-первых, он там круглосуточно была учеба, и отпускали только, по-моему, по субботам как-то так, по пятницам, по субботам. И я помню, что я закрывала дверь, когда вот он пришел домой, и прям представляю, вот дверь закрылась, все дома, все так хорошо, вот пусть будет так всегда. И когда он уехал служить, он служил на Дальнем Востоке, в Владивостоке, я тосковала, ну не только я, и родители, конечно, мама даже, помню, убрала его фотографию, потому что ей было очень тяжело, что его нет рядом. И, собственно говоря, у нас такие отношения остались до сих пор, такие очень близкие, доверительные. Ну вот эта вот атмосфера, которая царила в тот момент, когда вы были совсем маленькой девочкой, они вот перенеслись, какие-то традиции, ритуалы новогодние, когда вы уже стали мамой? Ну, наверное, только то, что у мамы всегда у нашей был полон стол. Причем это были там уже такие не самые, так сказать, благополучные времена, дефицит там и так далее. И все равно когда-то где-то откуда-то она брала колбасу, какие-то конфеты. Это сейчас, наверное, меня будут слышать молодежь, говорит, о чем она говорит, как колбасу, пошел в магазин, докупил. Нет, раньше копченую колбасу можно было достать только в так называемых продуктовых наборах, которые выдавали где-то там по месту работы или где-то. Или можно было из-под полы, такое еще слово вот для молодежи новое, через знакомство можно было как-то где-то купить за баснословные деньги, эта колбаса, она была куплена, лежала где-то в укромном месте, чтобы ее не съели раньше времени. Также с кофе было и с шампанским тоже. В общем, был тотальный дефицит на все. Ну, стоит отметить, что мандарины именно поэтому являются символом мандарины Нового тоже, года. да. Они же появлялись как раз-таки вот в преддверии этого праздника. Ну, в общем, да, любой вообще, в принципе, такой вот экзотический, так скажем, продукт был дефицитом. И мама все равно умудрялась как-то находить все это, делать просто какой-то невероятный стол, который был заставлен салатами всякими какими-то, не знаю, деликатесами, всякими нарезками. То есть было очень вкусно всегда. Обязательно была живая елка. Причем тогда тоже, это сейчас, ну, просто нужны деньги, а можно, в принципе, любую елку купить. Там и датские какие-то, еще какие-то. А тогда были базары, и, помню, мама покупала, как правило, 2 тощих елки, соединяла, и более-менее получалось нормально. Она очень красиво все украшала игрушками всякими, вот такими вот штучками, вот мишурой, там, дождиком. Вот, поэтому вот оттуда традиции, наверное, такие вот. Я стараюсь как-то сохранять и переносить уже в свою семью. А Дедушка Мороз в детстве приходил? Дедушка Мороз, у нас и такая история, короче, жил, ну, во дворе, через двор в доме напротив жил артист, который, ну, я, честно говоря, не буду сейчас врать, потому что я все маленькая помню его. То ли он был артистом, то ли он просто подрабатывал Морозом. Он умел играть на гармошке. У него была борода, там кафтан этот, как положено все. И помню, он пришел, вот, он принес живого какого-то кролика, но он его не подарил, просто я поняла, что это был его реквизит. Что он подарил, я не помню, кролика я запала на всю жизнь. А еще потом, я уже пошла в 1 класс, мама шила какое-то мне платье такое, снежинка была. Сначала снежинка, потом снегурочка. И мама договорилась с этим вот нашим знакомым, что он тоже пришел в школу поздравлять. Я была, естественно, Снегурочка, значит, все это. Вот, Снегурочка, что споем? Я говорю, яблочко. Почему яблочко? Я не знаю. Тишина, он опять, что я опять яблочко? Потом маме рассказывает. Я говорю, ты здесь что, играть не умеет, это яблочко. Что к этому яблочку привязалась? Ну, в общем, как-то такое. Ну, помню, да, Деда Мороза как-то. Еще, кстати, мой брат, когда его дети были маленькие, он переодевался Дедом Морозом. Потом получилось так, что его дочка старшая, она уже подросла, сын, ну, тоже стал постарше, а мой старший ребенок, тогда еще один он был маленьким совсем. И Валя пришел, у него был этот костюм Деда Мороза, в общем, я помню, что мы сидим дома,
типа все, час X, все. А они всегда к нам приходили где-то 2 января после праздников уже, ну, после новогодней ночи. И такая, значит, под приглушенный свет Валя пошла переодеваться. Деда Мороза, я помню, мы в большой комнате, Валя выходит, борода, там его не видно, такой: деточки, я вас хочу поздравить. Смотрю, дочка его так улыбается, она уже просекла, что это папа, там сын тоже. Мой Саша так просто молча так посмотрел, на 180 градусов вернулся и такими шагами из комнаты. Очень испугался. Ну, как бы Дед Мороз удался, я считаю. У меня тоже такая история была. Я пришел племянника поздравлять, он стишок прочитал, я ему подарочек вручил, все таким голосом ушел, а потом папа у него спрашивает: ну что Дед Мороз сказал? Ну, так что, это Шантон переодетый. Я ему подыграл, чтобы не расстраивался. Молодец. Да, 4 годика Дедом было. Морозом очень сложно быть. Это особенно, да. когда тебе стихотворение рассказывают. Я сразу анекдот вспомнила. Он такой Какой? неприличный. О, это мы любим. Нет, ну Открыто. неприлично совсем, я лучше после уже эфира. Хорошо. Если догадались, о каком анекдоте речь, пишите в комментариях. Это как девочка одна, я был в образе Деда Мороза, это профессионализм смеяться себе в бороду. Она заканчивает стихотворение, там что-то праздник у всех, и родители пьют шампанское. Такая пауза, я такой чуть ли уже не начинаю говорить «молодец», и да, она добавляет: а мой кот сметанская. Я смеялся в бороду, как не в себя. Так: о, молодец, девочка. И тому подобное. Кстати говоря, вы же тогда передавали детям вот эту вот веру в Деда Мороза. До скольки они проверили в дедушку? Ну, честно говоря, младшая вообще не помню, у нас Деда Мороза что-то как-то не было. У младшего, по-моему, никогда, вот я не помню этого. А старший, ну вот он какое-то время он опасался моего брата в лице Деда Мороза. А потом как-то что-то так на нет все это и сошло. Не знаю, мы разговоры. Ну, само собой. Но, кстати, младший, я помню, писал долгое время, даже остались сохранились еще письма, что он хотел бы. Он что-то, помню, занимался футболом, он просил, чтобы он забивал много голов. Это реально причем такое трогательное письмо, искреннее, прям насколько вот он мечтает, чтобы... Да, то есть не что-то свершилось. материальное, Нет, а именно... материального вообще нет. Он просил, по-моему, кого-то, как-то тоже в каком-то письме, просил робота-динозавра. И мы его купили, кстати, в общем. Ну, он там поиграл немножко и, в общем, надоело ему. Это как всегда. Ну да. Это, кстати, хороший прием. Уже вроде как ты понимаешь, что дарят тебе подарки родители, но все равно пишешь письмо, того как раз-таки тот самый виш-лист, Это чтобы знали. Помните «За бортом» фильм, когда дети узнали, что Голди Хоун, героиня Голди Хоун, миллионерша? Он говорит: папа, как пишется? Порш что-то или Порше? Ну вот то же самое. Виш-лист, да. Кстати говоря, мы затронули вот как-то детство, затронули взрослую жизнь. Мне кажется, еще можно затронуть подарки в эпоху студенчества, потому что там точно всякое, чего там только не дарят. Нет, вот мне мы ничего не скинулись. дарили. Да у меня Реально? студенчество всего было 2 года. Потом я ушла сразу в большую эстраду. Но от таких одногруппников, которые не дарят подарки, я бы тоже ушел. Да, я что-то решила, подумала, ну что Да. с ними там, да, время тратить. Лучше наберу себе большую бригаду поклонников, которые в конечном да, итоге буду подарят всё кота. дарить. Но вы знаете, я помню, не студенчество, а где-то, наверное, было мне лет 10-11, мне родители, ну, мама, я думаю, что в первую очередь, конечно, подарила. Под елкой я обнаружила такого, он гномик, или там, получается, голова и ноги только, с розовыми волосами. До сих пор он у меня сохранился. И я его как-то вот храню, как какое-то воспоминание о детстве, о каком-то таком счастье, безмятежности. А вот, кстати, есть же еще какие-то, возможно, ну, знаете, такие подарки, которые нам дарят, и мы такие: ну, ладно, подарочек, а он вдруг почему-то становится для тебя ценнее всех других. Ну, это только, наверное, из детства, или когда проходит время, ты просто начинаешь через этот подарок как-то вспоминать то, что было, вспоминать какие-то свои такие моменты приятные в жизни. Ну, то есть это некая ассоциация, потому что у тебя в голове ассоциация, и вызывается. плюс какая-то, получается, психотерапия такая. То есть смотришь и вроде как возвращаешься в то время. И кажется, наверное, может, сам себе придумаешь, а может, так и есть, что это своего рода талисман, который тебя охраняет. А есть сценический какой-нибудь талисман или ритуал? Может быть, с собой что-то возите? Есть кое-что, но не скажу, что. Хорошо. У меня была тоже история смешная. Это был год, наверное, 91-й. Только-только у нас появилась песня «Не плачь», тогда она стала уже популярна. И я стояла в очереди в мастерской ювелирной на Васильевском острове, там около Василиостровского метро. Что-то у меня такая цепочка, по-моему, порвалась. Ну, что-то такое, мелочь какая-то. И реально тогда была огромная очередь, такая прям полукругом таким. И я стою, а играла какая-то радиостанция, и заиграла вот эту песню «Не плачь». Я, в принципе, такой человек достаточно скромный, но тут что-то меня прям расперло. И когда женщина, я поворачиваюсь, говорю: это я пою.
Она так меня посмотрела и сделала шаг в сторону, тогда сидит очень. Я это носила, чего у меня прям какое-то недержание вот это вот уже, я пою. Так Как это у тоже, лягушки если у нас путешественницы. тут столько отсылок к кинематографу, вот фильм «Yesterday» про то, что бы было, если бы не существовало группы Beatles. Там тоже была такая история, что единственный человек во всем мире знал все песни Битлов, и он решил это все записать и опубликовать. И куча народу на него пошли, и даже Эд Ширан к нему приехал, и отец не понимает, что это за рыжий парень, и он такой: а вы кто? Он такой: я Эд Ширан. Он такой: ну я тоже Эд Ширан. И все, и ушел. Мы хотим сыграть с вами в такие игровые интерактивы. Правила у нас всегда очень простые. Первое, что приходит в голову, с этим мы работаем. Это самое лучшее. Итак, назовите 3 подарка зеленого цвета. Елка, доллар, О. крокодиловая сумка. Вот, да, мы пришли к этому. Либо какая-нибудь футболка, где вот крокодильчик — это логотип. Да. Ну, так, да. Либо не обязательно Что за футболка такая? Не знаю. Ну хорошо, причем и все это вот можно объединить. Под елкой лежит доллар. Да, нет, лежит сумка. Сумка, а в ней доллар. А в ней доллар, Да, да. очень Ну хорошо. или сумка, купленная за $1. Это что за сумка такая? По косту. Распродажа. По косту тогда, наверное, да. Назовите 3 подарка на букву У. Фига себе. Могли меня заранее предупредить. Улыбка. Хороший подарок. Это как в анекдоте. Олег был настолько беден, что стриптизер в трусы кричал спасибо. Так, улыбка. Удача. Это подарок от судьбы. Ну, кстати. Удочка. Удочка. Нормально. И пожелать удачи на Да. рыболовле. Улыбнуться. Да, и улыбнуться Просто сазану. удачи и подарить удочку. Да. Ну, кстати, насчет реакции это тоже реакция. Мне кажется, хороший подарок. Я тебе на день рождения и подарю вот это. Ладно, очень плохой подарок. Так, ну и третье такое творческое задание. Попросим вас сейчас обратиться к своему творчеству, к своим песням и попробовать в какой-нибудь из строчек поменять одно слово на слово «подари», чтобы оно как-то логично звучало. Ну, одну песню точно могу сказать. Есть такая песня «Позвони». Подари, не забудь, подари что-нибудь, подари. Да-да-да, даже слова вообще не помню. Ну, подари прозвучало. Да. Есть. Мгм. Один разочек было. Еще попробуем. А давайте, раз уж мы вспомнили песню «Не плачь». Ну да. Еще один подарок остался у нас с тобой. У меня к тебе. У меня к тебе, да. Или «Ясный мой свет, ты Ты подари подари мне». Мне тоже очень Да, хорошо. подари, да-да-да. Мой ненаглядный, Подари подари, Сейчас. да. удочку доллар. Понял, не знаю, ну честно, Подарю я. Как Да, раз. подарю, можно, да. Ну вот, Класс. Не пою, да, а подарю я, подарю да. я, да, очень Да. хорошо. Да, ну и пользуясь случаем, мы хотели бы сейчас воспользоваться вашим дружелюбием и гостеприимством, что вы сегодня здесь с нами. И сейчас наши слушатели, которые с нами в формате онлайн слушают подкаст, что-то им пожелать. Скоро Новый год. Я хочу пожелать, во-первых, здоровья обязательно, потому что если не здоровье, то, в общем, все остальное уже теряет смысл. Самое главное, будьте здоровы. Пускай все, о чем вы мечтаете, обязательно исполняется. И самое главное, чтобы вот по мере исполнения ваших мечт и задумок, каких-то там желаний, чтобы эти желания и мечты все равно появлялись уже другие, конечно. И они тоже сбывались. И пускай этот процесс будет непрерывным, интересным и ярким. Любви, здоровья и исполнения всего-всего, о чем вы мечтаете. И чтобы салют обязательно был под бум-пам-пам-пурум-парам-бум. Да, очень хорошо. Татьяна, большое вам спасибо за это Спасибо. тепло, которое так необходимо нам, в принципе, и в этом году, и вот конкретно в декабре. Все-таки Петербург отличается своей такой приятной морозностью, но всегда приятно, когда в такой компании ты ощущаешь вот это вот настоящее душевное тепло. Спасибо вам большое. Спасибо. С наступающим Новым годом. С наступающим! Да. Друзья, подписывайтесь на наш подкаст, чтобы не пропустить новые выпуски. А еще скачивайте приложение «Подари» и поздравляйте своих близких, друзей или, может, просто знакомых. Легко, ярко и запоминающе.